Трава здесь плохо растет, но все-таки что-то растет, и это очень некрасивое место. Хотелось что-то придумать, где тень, но чтобы было красиво. Вот давайте посмотрим, что с этого выйдет. Вот смотрите, здесь еще хочет даже не вот один, второй, два хотят вылезти. Честно говоря, бедные, я их мучаю, наверное. И здесь еще хочет вылезти. В общем, они так плодятся там, а у меня же геотекстиль. Первое, что мне пришло в голову, это засадить всю теневую зону папоротниками. Они декоративны весь сезон, но очень нуждаются во влажной почве. Для начала у меня их было только 5 штук, и я надеялась, что со временем они разрастутся. С прошлой осенью в эту зону были также посажены почвопокровные пахизандры, но монотонно-зеленая зона меня все же не устраивала. Этой же весной справа от вишни я посадила красный и желтый пузыреплодник, а слева от вишни собираюсь посадить бузульник с красной листвой. К сожалению, в момент покупки я не знала, что листья этого многолетника очень любят улитки и слизни. Впрочем, если посадить его не на передний план, то к осени погрызанные листья не будут бросаться в глаза. Часть папоротников пришлось пересадить. Ну а кто любит яркую осеннюю окраску, то бузульник к осени зацветет желто-оранжевыми цветочками. Между папоротниками и бузульниками было очень неудобно косить. И мне по-прежнему не хватало рельефа в этой зоне, так как из окна и летом, и зимой я постоянно смотрю сюда. Надо было за вишней как-то приподнять землю, но лишней почвы у меня не было. И почему бы не использовать ветки и бревна? Натуральное дерево всегда хорошо смотрится в природном дизайне. Еще я на просторах интернета увидела в саду сложенные немного небрежно ветки и чурки. И мне так понравилось, что я пошла и притащила с дальней части сада уже года 2-3 назад спиленные ветки, которые до этого времени мне было лень убрать, и они просто валялись и гнили. А теперь я их напилила довольно длинными, чтобы конструкция была более надежной. В эту так называемую поленницу я сложила именно повидавшее время ветки, чтобы смотрелось со стороны, как заброшенный сад. На дно этой конструкции из бревен я покидала остатки коротеньких веток. Сверху высыпала целый мешок листьев. Дальше я слоями выкладывала то нарезанные ветки, то сыпала поверх поблизости собранные листья ивы. Рано или поздно все это перегниет, и, возможно, мне придет идея посадить в это место что-то. Впрочем, забегая вперед, скажу, что позже тут начнут расти лесные растения. Земляника там и еще какие-то, я не знаю названий. Идея из поленницы, из веток и вот этой конструкции не только в визуальном восприятии, но это поможет хорошо сохранять влагу в теневой зоне, так как здесь в течение сезона все же была сухая почва. Я же пытаюсь создать здесь влажную зону. В куче листьев не скоро что-то начнет расти. Мы поехали с мамой в лес и набрали несколько мешков с мхом и почвой под ним. Теперь понятно, почему у меня со временем стала расти земляника. В общем, высыпала я эти мешки на листья слоем, наверное, сантиметров 10. Можно было бы еще, но в машине больше не было места. Распределила почву и поверх уложила мох. После завершения работ я установила разбрызгиватель, чтобы пропитать водой и мох, и всю конструкцию. Перед вишней я сначала тоже сложила небольшую поленницу, но это оказалось перебор.
Поэтому эти ветки я переложила в другое место, и их можно будет использовать в костре. Свято место пусто не бывает. Перед вишней нужно было что-то соорудить. Что обычно делают у бабушки в деревне? Ну, конечно, скамейка. Было у меня дерево как раз из 2 стволов. Из них я и сделала ножки для скамейки. Чурки получились немного высоковаты, поэтому мне пришлось выкопать ямки, тем самым понизив высоту скамейки, чтобы было удобнее сидеть. Впрочем, это и для устойчивости. Сама лавка была сделана из необрезной доски, которая служила мне когда-то названием хутора. Доску прикрутила шурупами. Я вообще люблю именно шурупы, так как всегда можно заново разобрать, исправить, если не так прикрутила. Сидеть вполне комфортно. А вот и долгожданная весна. Кстати, слева от скамейки еще осенью я поставила несколько чурок в ряд, которые мне нечем было распилить на дрова, поэтому они несколько лет провалялись на задворках. А вот левее этих чурок совсем пустота. Еще зимой я искала идею, как сделать или где взять полуразвалившуюся калитку. Понимаете? Не забор, а только калитку хотела сделать. Но так ничего и не нашла и не придумала. Поэтому решила попробовать сделать маленький декоративный заборчик из веток. Не такой, как вы видели ранее, из тонких веточек. Осенью я спилила несколько деревьев, но ветки не успела напилить на дрова. А зачем их вообще тратить на дрова? Уж лучше использовать все для дизайна сада. Так как ветки все неровные, то единый забор было бы сложно сделать. И я подумала сделать забор из секций. Короче, напилила несколько горизонтальных палок и кучу вертикальных. Осталось придумать, на каком расстоянии будут между собой горизонтальные палки и вертикальные палки. Горизонтальные, конечно же, были у меня одинаковой длины, а вот вертикальные немного отличались. Были то длиннее, то короче. И задумано было так специально. Раскладывала вертикальные палки на горизонтальные и смотрела, как лучше смотрится. Уложила по-разному 2 секции для сравнения. Вот вам как? Когда палки близко друг к другу или чтобы на расстоянии? Я все-таки выбрала более прозрачный забор. Знаете, прошлой осенью я также посадила и пару раджерсий, и мне бы очень хотелось, чтобы часть стали прорастать сквозь забор. Нашла у себя в закромах немного шурупов и целую пачку гвоздей. Ой, эти гвозди ждали этого момента более 10 лет. Шурупами решила прикрутить только крайние палки, а остальные уж придется гвоздями крепить. А знаете, что было самое сложное в создании этих секций забора? Расположить вертикальные палки небрежно, ну то есть не вымеряя по высоте все на одном уровне. Получается, что ровно сделать гораздо сложнее, чем тяп-ляп. Тут важно и не переборщить, конечно.
Заборчик, конечно, получился красивый, но оказалось, что шурупы были длинноваты и прошли сквозь обе палки. Так можно и пораниться, так что пришлось концы шурупов загнуть. Зато вот гвозди оказались идеальные по длине. Так, куда бы этот заборчик поставить? Прислоню-ка я его к дереву. Вторая секция тоже готова. И напрашивается вопрос. Какой стороной забор лучше? Изнаночной или лицевой? Что скажете? В ускоренном темпе сколотила еще 3 секции. Всего 5 заборчиков получилось. Ну и увожу все лишнее. На переднем плане лежат более толстые и длинные палки. Я их собираюсь использовать для столбов. Но для начала надо прикинуть, как вообще эти секции расположить. Для этой цели идеально подошли тонкие длинные палки. Их было удобно втыкать в землю. Секции заборчиков просто опирала на палки. Так, куда бы эту пятую поставить? Как видите, расположила я забор все-таки лицевой стороной к себе. Позади торчат длинные палочки и малость портят, конечно, вид. Между 4 и 5 секциями образовался проход. Помните, я говорила, что хотела поставить в сад калитку без забора, а в конечном итоге сделала забор, но без калитки. Вот такая я непредсказуемая. Внимание! Забор я все-таки развернула изнаночной стороной к себе. Вы что думали, это все? Мне по-прежнему не хватает цвета. Не цветов, а именно цвета. Для теневой зоны, помимо папоротников, идеально подходит яснотка крапчатая. Да чего ж красивая, освежающая и яркая у нее окраска. Да еще и цветет сиреневыми цветочками. За прошлый год яснотка сильно разрослась на моей торфяной клумбе, и несколько куртинок я решила пересадить в теневую зону, а именно прямо под лавку, чтобы опять-таки придать ощущение старого заросшего сада.
Я заметила, что яснотке очень нравится расти на кислом торфе, поэтому в лунки подсыпала торф. Странно, правда? То я говорю о заброшенном, подзаросшем саде, а тут я кошением травы создаю идеальную поверхность газона. Вот пытаюсь совместить естественность с ухоженностью. Впоследствии я буду косить здесь и рейдером, но лучше все-таки косить на небольших участках газонокосилкой со сборником. Получится двойная польза. Ну а польза состоит в том, что трава будет выглядеть зеленее. И скошенная трава, особенно весной, понадобится для мульчирования. Обычно где кошу, там и мульчирую. Свежескошенной травой обложила и желтые, и красные пузыреплодники. Замульчировала в теневой зоне не только растения, но и просто почву. Все для сохранения влаги и для питательных веществ. Мне кажется, что рядом с чурками, напротив забора, надо бы установить столб с коротеньким заборчиком. Опять-таки без калитки. Мульчи много не бывает. В дальней части сада после первого покоса садовым трактором осталось много травы. Я ее сгребла граблями и не одну тачку привезла к теневой зоне. Я думала, что осенью посаженная Раджерсия не пережила зиму и со спокойной душой положила кучу травы прямо на нее. Летом Раджерсия все-таки проклюнется. Помимо покоса газонокосилкой, в закутках я использовала триммер. Эти закутки создают загадку. Что там за углом?
Наконец-то я взялась и за столбики. Первые 3 дались мне очень сложно. Почва была такой сухой, что земляной бур не мог углубиться даже на 15 сантиметров. А в какой почве легко бурить? Правильно, во влажной. Короче, я на всю ночь оставила разбрызгиватель, и на следующий день все шло как по маслу. Вы спросите, а зачем мне такой большой бур? Да ни зачем. У меня был бур диаметром 10 сантиметров, но я одолжила знакомому, и бур там и остался. Вот и извращаюсь как могу. Столбик маленький, ямка огромная. Впрочем, не бетоном же заливать. Для тех, кто собирается сказать, что столбики скоро сгниют, отвечаю: пусть сгниют. Буду забор подпирать, как наши предки делали в деревне. Будет выглядеть еще более натурально. Кстати, по поводу лунок. Не имея подходящего бура, можно было вполне обойтись и небольшой лопатой, что я и сделала с последними 2 лунками. И, кстати, гораздо быстрее все сделала. Посмотрите, как разрослась яснотка. Ей явно здесь нравится. Я очень боялась, как же я буду косить возле нее. Думала, триммер повредит все побеги. А нет. Получилось как раз наоборот. Скосила траву прямо под ясноткой, совершенно ее не повредив. Столбики-то я сделала, но секции забора на них не прикрепила. Когда-нибудь я доделаю, и тогда триммер идеально скосит траву под забором. Позади поленницы я тоже кошу, чтобы создать больше воздуха. Не очень-то быстро у меня в саду все движется. Прошло время, и только сейчас я обрезаю лишнюю длину столбиков. Хотела вымерить одинаковую длину, но в кривом заборе не должны ведь быть ровные столбики. Вот она, моя проклюнувшаяся раджерсия. Этот бузульник, в отличие от того, который за вишней, гораздо менее погрызан улитками и слизнями, потому что не в тени. Я хотела с яснотки по-быстрому собрать опавшие листья, но вместе с листьями оторвала и побег. У меня же есть воздуходувка, но, по-моему, она сюда не подходит. Надеюсь, побеги не порвала? Попыталась перевернуть яснотку назад, но, как было, уже не получилось. Впрочем, не переживайте, через недельку она оклемается и сама развернет свои листики как надо. В этой зоне у меня очень много опавших листьев ивы, которые мне не сразу хочется убирать, так как смотрятся они осенью волшебно.